Будем готовить овощной пирог. Вот, пирог у нас будет из кабачков, будет из брокколи. Засыпем все это двумя видами сыра. Опять же, я использую булгарит. Булгарит это брынза. Дочка у меня очень любит. И голландский сыр, либо любой желтый твердый сыр, который можно натереть. Мы будем использовать готовое тесто. Сэкономим немножко времени. Давайте начинать. Прежде всего нарежем лук и начнем обжаривать лук. Лук нарезаем перышками. Нальем немножко растительного масла. Для того, чтобы лук не подгорал на сковородке, нужно лук забрасывать еще в холодное масло. Тогда он не будет подгорать. Будет принимать золотой оттенок по ходу приготовления. Так. Мы нарежем кабачки. Кабачки будем резать вдоль. Пока наши кабачки уже обжариваются, приготовим брокколи. Брокколи желательно хорошо помыть. Вообще все овощи капустные, лесные нужно хорошо помывать. Несмотря на то, что они приходят мытыми с магазина. Вот. Использовать мы будем только эти вот наши головки без стебелей. Хотя говорят, что стебли тоже очень вкусные, но я думаю, что они немножко горьковатые. И добавим все это в лук. Вот. И накроем все это крышкой, чтобы они немножко у нас пропарились. Кабачки этим временем у нас уже тут подходят. Надо их перевернуть. Кабачки готовятся очень быстро, поэтому нам не нужно слишком долго их делать. Мы чуть-чуть даем им поджариться с каждой стороны и снимаем. Пока наши овощи готовятся, мы натрем пока сыр. Булгарит нам нужно натереть. Брынзу. Используем для этого крупную терку. Будет у нас вот такой вот сыр. Он у нас послужит за место солью. Вот. Придаст свой вкус нашему пирогу. Наши овощи почти дошли до нужной кондиции. Почти. Мы не забываем о том, что они еще будут печься
в духовке, поэтому мы не доводим их до окончательной кондиции. Вот. И уже сейчас добавим сюда сливок. Сливки я использую 15%. И оставим их немножко еще. Итак, начинаем готовить наше тесто. Как я уже сказал, я буду использовать готовое тесто. Очень удобно. Тесто у нас простое, не... Окей. Так, пергамент. Используем пергаментную бумагу для того, чтобы она у нас тесто у нас не прилипло к формочке. Так вот. Или мы даже сделаем, на пергамент положим тесто и уже вместе с тестом опустим его в форму. Вот так. Царта או שלא עצרת? עכשיו המשכתי. Растягиваем немножко тесто. Чуть-чуть. Так вот по краям. Вот. Вообще, в принципе, можно, конечно, его и каталкой немножко растянуть. Вот. Что мы и сделаем. Вот. Сюда. Немножко сюда. Стороны. Вот так вот. Так, тесто у нас готово. Ставим его в форму. А теперь будем готовить нашу начинку. Овощи у нас готовы. Видите, какая у нас получилась смесь. Сейчас мы эти овощи переложим. И добавим сюда сыра. Опа. Так. Вот так. Вот. Сюда же добавим сыр. Один. И сюда же добавим голландский сыр, либо, опять же, это может быть любой другой твердый сыр. Вот. И перемешиваем все это. Очень важно, чтобы наша начинка не была жидкой, чтобы она не попортила нам наше тесто. Вот. Кладем это все сюда. Вот
здесь уже распрямляем все это. Вот так. Вот. Вот, сюда сверху добавим наши кабачки. Так. Ага. Вот. Ставим сюда еще и на другое. Вот. Теперь осталось завязать наше тесто. Вот. И сверху добавим еще чуть-чуть сыра. Так, чтобы у нас сверху тоже был сыр. Останавливай. Вот, теперь намажем наш пирог по краям желтком. Можно использовать все яйцо, но я предпочитаю использовать желток. Вот. Опа. Вот так вот. Вот и все. Прогреваем нашу печку, или духовую печку, до 185 градусов. Вот. И отправляем в печь на 30 минут. Сейчас она еще прогреется до 185 градусов. И осталось только опустить наш будущий пирог на полчаса. 30 минут. И увидимся скоро. Прошло у нас 32 минуты. Мы немножко забылись про него. И смотрим, что у нас тут получилось. А получилось у нас тут красота.